Приветствую вас на канале Провальный инвестор. Примерно месяц назад у нас вышло видео под названием «Почему евреи такие богатые?». Сегодня будет продолжение этого цикла и попробуем разобраться, почему евреи такие умные. Давайте разбираться. Начать я бы хотел с того, что несмотря на то, что очень много мифов и слухов ходит о нашем народе, о том, что мы такие-сякие, не будем повторять чужие мифы, но никто еще не говорит о том, что евреи глупые. И это на самом деле большой показатель, потому что о нас много говорят неправды, но, скажем так, откровенной неправды – это, видимо, уже перебор даже для тех, кто распространяет о нас слухи. Соответственно, даже другие народы признают о том, что евреи в целом обладают достаточно неплохим интеллектом. Вы можете посмотреть, если захотите, какая доля нобелевских лауреатов из них евреи. Это достаточно большой процент, особенно если сравнить с тем, какая наша доля среди других народов, то нобелевских лауреатов там будет гораздо-гораздо непропорционально, скажем так. Поэтому все в целом признают о том, что у нас в голове что-то, да, крутится, какие-то извилины дошевелятся. Поэтому попробуем разобраться, почему же так это происходит. Итак, первый фактор, который я бы выделил, почему евреи такие умные, то я думаю, что это из-за предрасположенности к умственному труду. Что такое предрасположенность, я думаю, что многие знают, но в любом случае, если говорить в самом базовом уровне, то если мама и папа у ребенка в очках, то, скажем так, у него большая предрасположенность, что он тоже будет в очках. Потому что это зависит уже на генетическом уровне, заложено, что у него, скажем так, со зрением будет, скорее всего, не все в порядке. По крайней мере, оно будет не идеально. Вот точно так же есть, как у определенных людей, есть у определенных наций, какая конкретно предрасположенность у них есть на генетическом уровне. И вот, как по мне, у евреев на генетическом уровне есть предрасположенность к умственному труду, то есть там изначально больше задатков к хорошим мозгам и к хорошим аналитическим способностям. Потому что испокон веков евреям нужно было обрабатывать большое количество информации. Для тех, кто не знает, то раньше Тора, по крайней мере устная, она не была записана, и, соответственно, это передавалось просто огромные тома наизусть от папы к сыну. И, соответственно, нужно было изначально иметь такие мозги, которые запомнят огромное количество информации. На текущий момент, даже несмотря на то, что все записано, далеко не все смогут это повторить наизусть. По крайней мере, я не могу. А раньше нужно было это, соответственно, передавать таким образом. Поэтому предрасположенность к тому, что у человека должен быть какой-то необычный разум, скажем так, не среднестатистический, она, соответственно, закладывалась из поколения в поколение и передавалась уже на генетическом уровне. Поэтому я думаю, что и до сих пор мы видим очень много отголосков этой предрасположенности, потому что в целом в любом случае осталась необходимость того, чтобы каждый еврей мог держать в голове огромное количество информации. Я думаю, что кто когда-либо сталкивался с еврейским законом, он поймет, о чем идет речь. Огромное количество информации, как поступать в каждом конкретном случае, каждый еврей держит в голове. Потому что ты не можешь, у тебя нет времени каждый раз заглядывать в книгу и смотреть, а что ты должен делать в той или иной ситуации. Вот представьте, те, кто сталкивался, что такое американский там свод законов, это огромные-огромные кодексы труда. Вот представьте, что вам надо в 10 раз больше постоянно хранить в голове. Вот я думаю, что если бы вы каждый раз это делали, думаю, что ваши мозги работали немножко по-другому. Поэтому я думаю, что это первый фактор, почему еврейские мозги работают лучше, чем других, просто потому что они постоянно прокачиваются, постоянно есть необходимость в хранении и обработке информации, и, соответственно, когда это еще и передается из поколения в поколение на генетическом уровне, то, соответственно, любой даже потом среднестатистический еврей на уровне и на фоне других людей, я думаю, что выглядит чуточку более смышленым. Второй фактор, который я бы выделил, почему евреи такие умные, я думаю, что это связано с необходимостью постоянного обучения. То есть нормальная практика для еврея – это ты сидишь и постоянно учишь Тору. Это как основное твое занятие. Потому что для большинства евреев то, что мы там ходим на работу, то, что мы там занимаемся какими-то другими делами, это в целом печальная необходимость, но не то, чем мы бы хотели заниматься.
большинство евреев, они себе спокойно сидят, учат Тору, как рабочий день, и в свободное там время занимаются там какими-то своими делами, кто бриллиантами, кто недвижимостью, по-разному. Но в любом случае постоянно ты должен учиться, постоянно ты должен обрабатывать информацию, постоянно запоминать. И тот, кто знает, что такое Талмуд, это постоянно, скажем так, умственная и мозговая деятельность, которая направлена на выявление правильного ответа на поставленный вопрос. Это на самом деле достаточно сложно, но когда ты этим занимаешься каждый день 8 часов, кто-то 12, кто-то 15, кто-то чуть меньше, но в любом случае это заставляет мозги действительно, во-первых, по-другому смотреть на мир. Я могу по себе сказать, что когда я начал учить Гмару, мои контракты стали просто идеальные, потому что все те ситуации, которые мы смогли предусмотреть, люди были, конечно, в шоке, как мы можем предусматривать вообще все, что может только произойти. Для еврея, который учит Гмару, даже для такого самого маленького, как я, который, в принципе, совсем чуть-чуть учил, тем не менее, то, что ты в итоге можешь проворачивать своими мозгами, это, конечно, небо и земля по сравнению с любыми другими людьми. Потому что в целом то, что рассматривается в Гмаре, это изначально заставляет тебя и по-другому мыслить, и по-другому смотреть на мир, и быстрее как-то анализировать ситуацию. В общем, я был очень удивлен, как изучение Гмары действительно влияет на твое мышление и даже на твои заработки. Поэтому именно постоянная необходимость в учебе, постоянная необходимость в усовершенствовании, она заставляет действительно еврейские мозги работать в другом немножко темпе. И это как мускул, который постоянно прокачивается. Я думаю, что никто не станет спорить, что тот, кто ходит в спортзал и занимается там по 5 часов в день, все-таки немножечко сильнее того, кто не занимается вообще или делает это чуть-чуть. Вот точно так же и мозг. Мозг – это мышца. Если мы ее постоянно прокачиваем, то в итоге получается такой результат, который в большинстве случаев в итоге можно видеть невооруженным глазом. Третий и последний фактор, который я бы выделил, почему евреи такие умные, это на самом деле немножко может показаться с точки зрения других народов немножечко несправедливо, но у нас из поколения в поколение передаются большой объем знаний, который действительно никто еще с точки зрения понимания этого мира не, скажем так, не улучшил. То есть у нас, если посмотреть в обычной среде, как люди живут, то, что там вчера думали, сегодня уже считается неправильным. То, что сегодня думают, завтра скажут, что это чушь. С точки зрения тех знаний, которые получает еврей, они на самом деле актуальны на все времена. Я какое-то время жил как нееврей, я знаю, с чем сравнивать. Те данные и та информация, которые тебе говорят, смотри, вот тут делай так, вот тут делай так, она на самом деле помогает тебе значительно показывать лучшие результаты во многих сферах твоей жизни. И когда ты действительно думаешь, ничего себе, как такое бывает, что люди в итоге пытаются там опираться на какие-то другие данные, когда вот тут все уже открыто, в итоге ты, честно говоря, немножко не понимаешь. То есть после того, как ты действительно изучил хорошо всю ту информацию, которая передается нам из поколения в поколение, то ты начинаешь немножечко смотреть на мир не то чтобы свысока, но это вот как поставьте человека, который закончил университет, и школьника рядом. Ну вот плюс-минус. Но не потому, что он такой умный, а потому что ему как бы изначально уже вот кто-то дал конспект, как говорится, и смотри, вот в этой ситуации делай так, в этой так, в этой так. А другому человеку надо постоянно набивать какие-то новые шишки и, в общем-то говоря, каждый раз заново учиться, делать какие-то глупости, ошибки и их исправлять и так далее. И может он придет к хорошему результату, может не придет. А у нас это как бы уже, в общем, такие базовые настройки. И поэтому я говорю, кто-то может сказать, что это, в общем-то, не очень справедливо, но, к сожалению, для других это то, что есть. Потому что весь тот объем информации, который нам передается просто с детства, он на самом деле, если ты к нему правильно относишься, он тебя ставит изначально на более выгодное положение. То есть мы лучше понимаем, как делать деньги, мы лучше понимаем, как строить семьи, но это не потому, что мы такие там умные, а потому что есть уже конспект, как тебе все делать. То есть тебе не надо долго думать. Вот представьте, вы приходите там в компанию, и кому-то дали алгоритм работы, а кому-то сказали, ну ты там сам допрешь, в общем.
Я думаю, что понятно, что тот, кто сам допрешь, то он может и не допереть. И не потому, что он такой глупый и так далее, а потому что действительно некоторые вещи, они более сложные, чем кажутся. И поэтому, мне кажется, основной секрет успеха, почему евреи такие умные, это именно заключается вот в этой информации, которую мы получаем, можно сказать, с молоком матери, и который другим людям он просто недоступен. Я думаю, что это основной секрет успеха. То есть сколько мы не говорили о том, что там у кого-то лучше мозг, у кого-то хуже, но когда ты действуешь изначально по шпаргалке, то я думаю, что показать плохой результат будет на самом деле достаточно сложно. В этом видео я лишь немного приоткрыл эту тему. На самом деле она достаточно глубокая, но можно выделить два факта. Что-то действительно от нас зависит, что-то от нас большей части не зависит. То есть это больше генетика, и поэтому я не думаю, что здесь можно сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Кто-то получил подарок, кто-то не получил подарок. Вот как бы и вся суть. В любом случае, я думаю, что не так плохо пользоваться плодами даже чужой научной деятельности, потому что все мы ходим с телефонами и пользуемся интернетом, и я думаю, что нас мало заботит, кто конкретно его разработал. Поэтому в любом случае, я думаю, что когда мозги работают на благо общества, это замечательно. Ну а в следующем выпуске мы разберем такую тему, как почему евреи такие влиятельные. Поэтому не прощаемся.